Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить мясо по-французски со свининой и с грибами. Я покажу своим способом, как я готовлю такое блюдо. Это очень простое блюдо. Мы можем такое блюдо подавать как на праздничный стол, так и просто радовать своих друзей и близких. Для нашего рецепта нам понадобятся такие ингредиенты. Вот такая вот свинина у нас, помидоры, лук, грибы, сыр, который плавится. Сегодня у нас моцарелла, майонез, одно яйцо и ваши любимые приправы. А подробный рецепт я напишу в описании под видео. Наше приготовление мы начнем с того, что нам надо будет порезать нашу свинину. Сейчас я возьму доску для мяса, переложу сюда. Мясо вы можете брать любое. Сегодня мы будем использовать свинину, а также можно и с курицей делать, очень вкусно получается, и с говядиной делать тоже. Я вот эту вот часть свинины, видите, вот эту полоску эту, вот так вырежу. Из этой полоски получатся очень вкусные котлеты. Вот посмотрите. Добавить можно сюда говядину. Вот такой жирный кусочек. Мы оставим и приготовим фарш. Это сюда. И будем резать это мясо порционно. Ширина мяса вот как палец, размер пальца. Вот так. Сейчас мы порежем на кусочки такие. Смотрите, какое красивое мясо. Вот, мы сегодня сделаем 8 порций, 8 кусочков. А остальную часть мяса отправим в холодильник. Сейчас мы будем мариновать наше мясо такими специями. Разложим вот так вот. И нам надо будет соль. Соль мы кладем по вкусу. Черный перец. С одной стороны будем мариновать и точно так же с другой стороны. Сухой чеснок. Вот так. И молотый кориандр. Угу. Вот сюда. Вот так. И точно так же с другой стороны. Перекладываем в емкость, там, где мы будем смешивать остальной маринад наш. Смотрите, я сегодня буду мариновать вот в такой вот горчице. Горчица подойдет любая. Благодаря горчице у нас мясо будет нежное и мягкое такое. Хорошо пропечется. Мы вот так вот хорошенько обмазываем каждый кусочек мясо горчицей и оставляем где-то на полчаса. А еще лучше, если есть возможность, оставить на ночь. Тогда мясо еще лучше промаринуется. Мы сегодня оставим где-то на 20-30 минут, пока приготовим остальные ингредиенты наши. Нам понадобится еще 2 луковицы и 2 зубчика чеснока. Мы будем лук резать полукольцами. Не сильно тоненько, такими средними полосками. И чеснок режем на такие кубики.
можно и мельче, но когда крупнее, они тогда будут чувствоваться и будет еще вкуснее. Промоем грибы. Грибы так же само можно брать любые другие грибы, какие вы любите. Сегодня у нас вот такие вот шампиньоны. Еще очень вкусно было бы с белыми грибами лесными. Хорошенько промываем и будем нарезать. Удаляем вот этот вот от ножки краюшек такой. И вот так нарезаем. Если грибы крупные, то можно нарезать пополам и вот на такие средние полоски. А если грибы мелкие, то просто напополам и все. Вот так. Вот так у нас вот столько получилось. У нас где-то здесь полкилограмма грибов. Сейчас мы будем перекладывать и пойдем обжаривать. Для начала будем жарить лук, чеснок, а потом только грибы. Вот так. Включаем газ, немножко подогреваем сковородку. И нам надо будет использовать сегодня подсолнечное масло для жарки. Наливаем масло. Где-то 2-3 столовые ложки приблизительно. Вот так. И обжариваем первым делом лук. Когда лук немножко подрумянится, станет мягким, тогда уже мы добавим чеснок. Так, перемешиваем. Пока у нас обжаривается лук, мы натрем на терку сыр. Как я уже говорила, у нас моцарелла. А также можно любой сыр, который хорошо плавится в духовке. Сыра я кладу побольше, потому что в нашей семье любят с сыром. Поэтому и вкуснее так получается наша шапочка, вот такая вот сырная. Посмотрите, как у нас хорошо прожарился лук. Вот до такого золотистого цвета. Теперь мы добавляем сюда чеснок. И где-то минутки 2 прожариваем чеснок вместе с луком. А сейчас мы добавляем грибы. Приправы, соль, перец мы будем чуть позже добавлять. И обжариваем грибы где-то минуты 5-7. Сейчас мы пожарим до золотистого цвета такого. У нас огонь медленный такой. Приготовим соус. Нам для этого понадобится майонез. Также вместо майонеза можно использовать и сметану или йогурт. 1 яйцо. Наш натертый сыр. Мы чуть-чуть оставим для украшения блюда, а остальное добавим в наш соус. Перемешиваем. Добавляем сюда еще
У нас есть вот такие вот итальянские травы. Тут смесь разных трав. Мне очень нравится вкус вот этой приправы. Немножко, где-то пол чайной ложки. И натрем на терку мускатный орех. Мускатный орех очень хорошо сочетается в этом блюде. Будет вкусно, ароматно очень. Перемешиваем. И наш соус готов. Нам еще понадобятся помидоры. Я взяла 2 цветов. Это будет и красиво, и по-праздничному. Нарезаем пополам на 2 части. Друзья, еще хотела напомнить, что я уже заранее включила духовку. Мы блюда наши будем отправлять в заранее разогретую духовку. Режем помидоры на такие полукольца. Смотрите, вот такой вот толщины. Чередовать будем розовые помидоры с желтыми. Я думаю, нам 2 помидорки достаточно будет сегодня на наше блюдо. Вот так. И вот еще нарезаю красные помидоры. Вот так у нас получается. Смотрите, грибы в несколько раз уменьшились в размере и пустили сок. Мы сейчас еще немножко поджарим. И для начала нам надо будет немножко присолить грибы и добавить черного перца. И все, достаточно будет. И перемешиваем. Видите, жидкость уже полностью испарилась, грибы поджарились. И это означает, что все, уже все готово. Мы выключаем газ и переливаем в другую емкость, в мисочку. И уже можем собирать наше блюдо. Вот так. Смазываем форму для запекания подсолнечным маслом. Немножко распределяем кисточкой вот так. Угу. И уже кладем наше замаринованное мясо вот сюда, в форму. Вот так. Близко друг к другу. И не забываем, что мясо во время выпекания немножко уменьшится, поэтому мы близко кладем, ничего страшного. Вот так. Сверху на мясо мы выкладываем нашу грибную начинку. Щедро насыпаем. Так. Вот так. И вот так вот всю начинку распределим по всем кусочкам мяса. Смотрите, у нас сейчас даже все полностью уже ушло сюда.
Вот так. Сейчас мы кладем поверх грибной начинки помидоры. Сегодня мне захотелось вот так вот, смотрите, послойно чередовать. Желтый, красный и желтый. Вот так. По 3 дольки на каждый кусочек мяса. Смотрите, правда красиво получается? Вот так. Как у нас все хватило, да? Вот так. Вот так. Угу. Все, присаливать мы не будем, так как у нас и заливка наша соленая, потому что тут есть майонез. И начинка грибная тоже мы солили. Смотрите, мы вот эту заливку, так как у нас 8 порций, мы делим визуально на 8 частей. Напополам и вот так вот каждый на 4 части. Вот так вот. И сейчас мы вот так вот берем одну часть и кладем сюда поверх помидоров. И так хватит нам на все кусочки мяса. Вот так. Все, мы уже равномерно распределили нашу заливку и отправляем, как я уже говорила, обязательно в заранее разогретую духовку. У нас режим вверх-вниз на средний уровень где-то на 30-40 минут. Решила еще приготовить картофельное пюре, так как для нашего блюда это идеальное сочетание картошка, свинина и грибы. Сейчас я почистила картошку, поставим вариться и потом накроем на стол и будем пробовать. Готовим пюре. Сначала в горячую картошку добавляем масло. Когда хорошо взбили, тогда только можно добавить, опять же, горячее молоко. Ни в коем случае не холодное. Потихоньку. Не все сразу. За 5 минут до готовности мы вытаскиваем наше мясо с грибами и посыпем сверху этим сыром, который мы оставляли. Вот так, смотрите. Помните, мы этот сыр оставляли? Мы сверху немножко подсыпаем и отправим в духовку опять где-то на 5 минут, не больше. Так как наше блюдо уже полностью готово, и я люблю много сырной начинки, поэтому добавим вот все, что у нас тут осталось. Вот так. Угу. Теперь отправляем в духовку. Все, уже наше блюдо готово. Посмотрите, какая румяная корочка. Столько сока выделило мясо. Сейчас чуть-чуть остынет, и мы уже будем дегустировать. Хочу накрыть на стол еще эти соленья, которые я сама готовила.
Рецепт на канале есть. Можете перейти, посмотреть и приготовить. Я часто готовлю. В нашей семье всем очень нравится. И как я уже говорила, я очень люблю вот эти сельдерей и морковь. Тут все овощи идеальные получаются, очень вкусные. Зеленые помидоры. И вот посмотрите, какая красивая капуста у нас. И буряк у нас тоже очень вкусный, полезный. Вот так. Вот такое мясо по-французски у нас получилось. Очень ароматное блюдо. Сейчас мы попробуем и посмотрим. Видите, как удобно, вот так порционно мы сделали. И вот так вот можно подавать на стол. Посмотрите. Сейчас они попробуют. Подаем обычно это блюдо мы с картофельным пюре. Сейчас я они положу, да, Ани? Угу. Посмотрите, сколько сока у нас выделилось. Вот так. Посмотрите, как красиво получилось. Сейчас мы порежем, чтобы они было удобно. Мясо мягкое, нежное, сочное получилось. Вот так вот. Видите? И начинка, и мясо. Ари, покажи там кизи, а? Маленький кусочек дам тебе, чтобы тебе было удобно кушать. На, попробуй. Почему? Хамова микичтака, ага, немножко горячая, но вкусно. Еще с пюрешкой. Угу. Друзья, обязательно пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь. Впереди нас ждет много проверенных, домашних и очень вкусных рецептов. Тебе очень понравилось, да? Угу. Давай. Порежем. Вот так.